Что такое драйдок? Для чего он существует и как вообще происходит ремонт таких гигантов? Сегодня в этом видео я расскажу тебе подробно, как лайнер чинится, зачем это нужно, как он вообще заходит в док, каким процедурам следовать и что за этим стоит. А ты пока не забудь подписаться, поставить колокольчик и написать какой-нибудь комментарий, что тебя интересует о круизной морской жизни. Мы начинаем. Как ты уже понял, ты тоже возишь свою машину в сервис каждый месяц. Наверное, каждый из вас имеет свой автомобиль, и вы его обслуживаете где-то раз в год. Также по мере того, что там может что-то сломаться, вы отвозите в ремонт, меняете колодки, масло и различные системы, вспомогательные механизмы. Также происходит с большим круизным лайнером. Раз в 5 лет его возят в сухой док, чтобы поднять над водой, сделать полную инспекцию, также проверить какие-то механизмы, которые находятся под водой. К ним относятся как азиподы, так и боутрастеры. Это специальные носовые подрульки, которые помогают судну поворачивать на 360 градусов и упрощают маневренность. В дополнение к этому также освежают лайнер новой покраской. Специальный регистр, который выдает сертификаты раз в 5 лет, требует обязательной проверки судна, что с ним все в порядке. Ведь вы обслуживаете пассажиров, совершаете различные переходы по морю, и это должно соответствовать всем качествам и безопасности индустрии. Ведь гости должны быть уверены, что они находятся в безопасной среде, находясь посреди океана. Ну что, давай начнем и расскажу тебе с самого начала, как это происходит. С самого начала, когда судно уже готово идти в док, сгружаются все пассажиры на берег в своем последнем круизе. Затем поднимаются на борт контрактники, которые будут совершать всю работу на лайнере. Ведь лайнер, как ты понял, в районе 340 метров. И тут миллион труб, различных систем, вспомогательных механизмов и тому подобного. Также все работы, которые следует сделать в этот период, уже расписаны в специальном графике. Этот график ведут сами механики и мостик, в зависимости от того, что нужно проверить, где отрезать какую трубу, где что-то работает не в порядке и следует модифицировать систему. Также туда может входить плановый ремонт, который невозможно делать в свободное время, так как это занимает большой отрезок, и гости не будут ждать лайнер, когда его отремонтируют, ведь они хотят путешествовать и развлекаться. Для этой причины лайнеры загоняют в док, чтобы совершить самые большие ремонты, когда можно отключить большинство систем вообще полностью, вплоть до без точки судна. Эта смета чаще всего готова заранее, и материалы для этой работы заранее тоже поступают на лайнер. Далее, когда мы направляемся уже к самому сухому доку, мы делаем подготовку своего эквипмента, то есть план своих механизмов, за которые мы отвечаем. Как и в твоей машине, это расписано в мануале, в инструкциях, что следует сделать каждый год, каждые 5 лет, что заменить, что поменять и какой сервис нужно произвести для твоего специфического оборудования. Когда пароход уже прибывает к самому доку, его шлюзы полностью заполнены водой. Так как ты уже понял, что судно заезжает внутрь, он должен быть полный. Ведь ты не можешь на сухую просто загнать и обшкрябать все днище. По этой причине заблаговременно устанавливаются специальные блоки, когда док еще сухой, по плану определенного лайнера, чтобы снизу поддерживать его корпус и он никуда не опрокинулся. Чаще всего это специальный бетонный блок, и на нем еще есть специальные деревянные мягкие вставки. Так как металл он все-таки мягкий, и чтобы не царапать его о бетон. Далее, когда лайнер зашел уже вовнутрь, чаще всего сразу снимают спасательные шлюпки, пока они еще на воде, чтобы перекинуть их на берег для дальнейшей инспекции, проверок и чтобы они соответствовали всем сертификатам. После этого натягивают швартовочные концы и оттягивают лайнер на середину дока. Когда он стоит по самому центру, это измеряют камерами и специальными лазерами. Также под водой существуют специальные камеры, но в некоторых доках ныряют водолазы, которые смотрят расположение судна, что оно ровно стоит прямо на блоках. Но в нашем данном случае используется все-таки камера, так как более современно и безопасно для самих людей, которых, чтобы не расплющило такой массой внизу под водой. Когда лайнер уже осел немножко на блоке и спустили чуть-чуть воды,
начинается подготовка к доку. Как в нашем случае, это случилось ночью и продолжалось до утра, потому что с дока готовят специальную трубу охлаждения, которую подключают к твоей системе охлаждающей воды, то есть морской, чтобы двигатель даже в доке мог продолжать работать и получать охлаждение. Так как не во всех доках существует подключение к береговому питанию, это одна из причин. И вторая причина заключается в том, что иногда сжигать солярку компании намного дешевле свою и гонять дизель-генератор, чем платить за электричество, которое предлагают снаружи. Далее, когда подключена морская вода, док начинают полностью осушать. То есть большими насосами выкачивают всю воду за ворота герметичные, которые держат док сухим, и лайнер, который остается на блоках, может уже спокойно быть зафиксирован. Далее работники и рабочую технику спускают вниз с дока, чтобы производить работу. Внутри самого лайнера тоже начинает кипеть жизнь, и 535 человек бегают по кругу, все режут, варят, сдирают, меняют. Ведь время в доке ограничено и может занимать очень небольшой промежуток времени, так как каждый простой стоит миллионов долларов. И как ты понял, компания не особо хочет это платить. Поэтому все работы стараются сделать в кратчайшие сроки и максимально быстро. В среднем для нашего судна это берет в районе 3 недель. Ну давайте наконец и сами спустимся в драйдок. Вот видите трубы, про которые я рассказывал раньше, куда выходит морская вода охлаждения наружу, и ведутся уже наружные работы. Также передние подрульки, вот их ведется сервис, кто-то что-то подкрашивает, кто-то снимает краску. Также сливают масло и ведут обработку всего корпуса. Так вот они выглядят с другой стороны, асимметричные, каждая смотрит в свою сторону, одна за другой. Также стоят леса, чтобы проще было к ним добраться, и сами вот эти блоки под лайнером, которые держат эту махину. Вы только посмотрите на размеры, они просто поражают. Ну и вот, как я уже показывал, водоструйным методом идет отбивка краски, также используют специальные механизмы. И вот на ваших глазах стабилизатор, тот самый, который успокаивает качку, убран внутри. В кормовой части вы видите азиподы, как они выглядят, насколько они большие. Тут немножко где-то мы покорябали, даже не знаешь, где зацепили. Их уже отполировали, смотрят они вперед, про это я уже много рассказывал, потому что они тянут судно, а не толкают воду назад. Ну вот сзади шлюзы, которые держат воду, и сбоку лайнер выглядит примерно вот так. Куча народу работают, все что-то устанавливают, новые системы и тому подобное. Также можете видеть, внутри производятся различные вот такие работы. В данном случае высверливают отверстия для выхода вентиляции Sea-Chest. Есть суда, которые более убитые, и там док может продолжаться до месяца или нескольких месяцев в зависимости от поломки. Также интересный вопрос, что делают персонал отеля в это время. В отеле на самом деле у них тоже хватает работы, но больше не технической, а сменить белье, выкинуть старые матрасы, обновить в каждой каюте их новые. Например, они выстраиваются в цепочку и перемещают их, старые на выброс и новые принимают с берега. Ведь представьте, на лайнере до 6000 человек пассажиров, и у каждого в каюте есть свой матрас и своя кровать. И это все надо раскидать, убрать, заправить, расстелить и так далее. В дополнение к этому кормить надо контрактников, нас, самих других работников. Поэтому кухня, повара и все продолжают свою работу и, понятно, домой никого не отсылают. Так как после месяца дока судно снова возобновляет свою операцию и гости снова прибудут назад. Сами же работы в машинном отделении делятся на механиков, которые также дополнительно приезжают, так скажем, дополнительные механики, которые отвечать будут еще за работы, на которых нет времени у других. Потому что, как ты понял, 2-3 человекам не разорваться везде. Плюс ты еще сам здесь работаешь и должен делать мейнтенанс по своей части. После завершения различных работ эту работу принимает ответственный человек, подписывает бумаги. В конечном итоге вся документация все равно доходит до топ-менеджмента, это старшего механика и капитана, которые утверждают все работы, все проверяют, подписывают последние документы, и лайнер готов покидать док.
Обратный процесс, как ты понял, очень схож с тем, как постановка в док. Только в обратном порядке, и мы закачиваем воду, вот можешь видеть на этом видео, вода поступает в док, судно поднимается за счет вытеснения воды массы этого тела. Далее снимается эта охлаждающая труба, про которую мы говорили уже в начале видео, так как насосы уже сами всасывают воду из си-честов через фильтры и подают ее в систему охлаждающей жидкости. Шлюпки вешают назад, контрактники, кто-то уже уезжает домой, кто-то доедет до порта, с которого мы начнем круизы. И на этом сухой док заканчивается. Конечно, после этого еще остается пароход довольно-таки грязный, и специальная команда из 20 человек вайперов везде бегает, клинит, чистит, красит и приводит судно назад в нормальный порядок. Где-то на судне они еще с нами ездят в районе месяца, пока все не будет блестеть и сверкать в машинном отделении и в отеле. Ну и давайте вообще посмотрим, где мы стоим. А стоим мы в Нидерландах, в Роттердаме. Мы вышли в порт. Вот посмотрите, в Нидерландах как красиво баржи. Между прочим, на таких баржах ездят владельцы сами частенько, берут их в кредит. И с дипломом механика-капитана возят грузы и зарабатывают деньги. И свою машину часто ставят на корму. Ну и с другой стороны, конечно, вот такая красота. Как видите, завод. Прям все то же самое, как в Кохла. Ну и также есть возможность в доке на круизном лайнере выйти в город, пройтись, прогуляться, посмотрите, какая лепота, чистота. Вон там какой-то, кстати, кот кувыркается, мы к нему подошли. Интересные раскраски, мяукает. Один здесь на дороге, наверное, потерялся или нет хозяина, фиг его знает. В общем, дошли до центра, городишко маленький, это пригород Роттердама, не сама столица. Вот такая тут типичная скандинавская застройка. Все уютно, красиво и ничего лишнего. Ну и в стилях Скандинавии на окнах нет штор. Ну и как же, моряк не моряк, это посетить местный бар, выпить немножко пива и отдохнуть от тяжелой работы. Так что как-то так проходит сухой док. Если у тебя еще есть какие-то дополнительные вопросы или я что-то упустил, пиши обязательно в комментарии, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайся. Надеюсь, тебе было интересно окунуться в закулисье круизной жизни. Также не забывай подписываться на мой TikTok канал, там выходят видео каждый день в районе 2. А так, всем спасибо, друзья. Увидимся в следующих видео.